Всем привет, с вами канал StableDiff. Недавно вышла очень классная модель Ideogram 4.0 в open source. Это действительно топовая модель, которая сейчас есть в open source, которая доступна вам в локалке. Эта модель может практически все. Она может создавать вам постеры, она может делать типографику, она может печатать большие тексты на русском языке, может также делать фотореалистичные арты, может делать аниме-арты. Эта модель очень интересна тем, что она поддерживает максимальный контроль, который вы раньше не могли получить ни от одной модели. Вы можете указывать, какой объект в каком месте в сцене будет. Вы можете указывать цвет этого объекта по RGB. Ну и также вы можете благодаря такому контролю создавать очень сложные композиции, которые промптом обычным описать очень сложно. Давайте посмотрим на примеры, которые эта модель может сделать. Давайте начнем вот с такого вот баннера. Здесь мы можем позиционировать объекты в сцене, можем писать, изменять какой-то текст, как вам нравится. Фотореализм здесь вполне очень хороший. И качество изображения это без апскейла, оно тоже очень хорошее. Это аниме. Аниме стиль тоже работает. А вот такой вот текст достаточно большой. Здесь есть некоторые ошибки, но ошибок не так много с учетом того, что текст очень мелкий. Он на русском языке разный, в разных цветовых решениях и с разным шрифтом. Можно делать различные мемы, опять же, с разным шрифтом, с разными персонажами в сцене. Можно делать вот такие вот арты, вполне интересные по качеству, по стилю арта. Это чисто, опять же, генерация без дополнительных апскейлов. И причем не при самом большом разрешении. Можно еще разрешение в 2 раза поднять. Деталей прям в 2 раза, конечно, больше не станет, но и будет все равно больше. А можно делать вот такие какие-то вот наброски, опять же, в рисованном каком-то стиле. А можно делать вот такие вот постеры там для фильмов, для каких-то там, может быть, аудио обложек. А можно делать фотореалистичные изображения. Обратите здесь внимание на текстуру кожи. Она здесь очень неплохая. Детальки, волосики, все отлично. И также это изображение не совсем прям простое. Если посмотрите, здесь такие губы очень большие. И получается, что камера смотрит широким углом. Это сделано благодаря возможности размещения объектов в сцене. Губы здесь специально были увеличены. И получилось так, что мы камере подсказали, что это должно быть как-то снято очень близко, широким углом. Если бы мы такое описывали промптом, это было бы сделать достаточно сложно. Эта генерация буквально с первого раза была сделана. Вот такая генерация, опять же, каблук, ботинок, он близко к сцене был расположен, его размер специально был увеличен таким образом, чтобы модели что-то пришлось придумать, чтобы как-то этот ботинок здесь оказался. Ну и в подсказке было написано, что нога вытянута вперед. Вот такое вот изображение получается. Опять же, фотореалистичное, очень интересное. Также вы можете брать за основу какие-то обложки. Например, вот такая вот обложка была взята с побитым здесь текстом каким-то. И эта обложка распознается. И я выбираю прям конкретно, какой будет текст и что, на что этот текст нужно поменять. Это делается буквально за раз, без всяких там экспериментов. В итоге получается вот так. Вот выбирается текст, и говорю, что здесь будет это, здесь будет это, здесь будет это, здесь будет это. Получилась великолепная обложка. Итак, я подготовил для вас вот такую вот схему. На всякий случай, если вы прям начинающий, не знаете, как вообще Conf.ui установить, есть вот такое вот видео у меня в YouTube, в Рутубе, можете его посмотреть. Там же есть сборка. Просто распаковывайте и начинаете с ней работать. Итак, перед тем, как мы начнем, давайте я вам сначала покажу, где в темплейтах находится базовая схема. Открывайте темплейт, пишите здесь идеограмм и находите вот такой вот рабочий процесс, по нему щелкаем. И мы переходим к рабочему процессу, который изначально был сделан в Conf.ui. На базовых узлах здесь все поддерживается, какие-то дополнительные узлы устанавливать не нужно. Вот эта вот часть, она вам, в принципе, если не нужна, можете не пользоваться, она кривая вся какая-то. Сама основная схема находится у вас вот здесь. Здесь вы пишете промпт, а здесь вы можете посмотреть, что внутри схемы, как она устроена. Можем вернуться обратно. Здесь основные модели, которые мы должны будем выбрать, чтобы эта схема у вас работала, и размер изображения, пропорции и разрешение. По базовой схеме, я думаю, этого достаточно. Остальное я вам сейчас расскажу по своей схеме. Она гораздо шире, гораздо удобнее. Итак, друзья, давайте перейдем к моей схеме, и сразу я вам сейчас буду рассказывать про эту модель, как с ней работать, и все прям практически будем проверять. Эта схема у нас состоит из 3 групп. Первая группа – это группа с промптом. Здесь есть несколько вариантов работы с промптом, либо с локальной моделью. LLM на моих узлах я специально их подготовил и очень здорово прокачал, чтобы все у вас работало хорошо. Второй вариант без всяких LLM-моделей. Вы просто составляете вот таким вот образом с позиционированием объектов промпт. Это тоже очень удобно делать и очень контролируемо. Здесь не расходуются каких-то дополнительных ресурсов у вас. Но, кстати, с Sulam у вас
тоже может не расходоваться никаких ресурсов. Здесь есть онлайн-модель, например, вот такая вот модель Qwen 3 VL 235B. Она доступна бесплатно и через обычную OLAM. Ну и также есть третий вариант работы с этой схемой. Это вот такой вот специальный бот, который подготовил для Gemini. Здесь уже системный промпт очень качественно подобран. Написано, вы кидаете сюда либо изображение, либо кидаете какой-то текст, ну, пишите какой-то текст и получаете на выходе JSON. Этот JSON вы вставляете вот сюда вот, и здесь его как-то корректируете, либо сразу генерацию делаете. А сейчас мы на практике это все посмотрим. Следующая группа — это генеративная группа. В этой группе вы можете выбирать размер изображения вот таким вот образом, либо в мегапикселях его задавать. Можете выбрать любые пропорции, которые вам интересны. А можете фиксировать, менять сит. Можете здесь выбирать модели, очень удобно. Есть несколько режимов: Turbo, Quality, Default. И также есть еще вариант работы без unconditional модели. Сейчас мы поговорим про модели, когда их будем выбирать, где их скачать, куда их нужно положить. И сразу вам скажу, без unconditional модели генерация будет у вас быстрее и с меньшим потреблением видеопамяти, причем прилично. Но в качестве изображения тоже будут отклонения. Изображение уже не будет таким объемным, таким интересным. Но примеры я вам сейчас все эти приведу, все это рассмотрим. Если вы будете делать генерацию в 1 мегапикселе, а эта модель работает от 1 до 4 мегапикселей, то вы можете делать последующий апскейл, потому что в 1 мегапикселе качество будет, ну, такое себе, не очень интересное. В прошлом ролике я подготовил вот такую вот схему апскейла на PID апскейлере. Очень неплохо работает и очень здорово будет дополнять эту схему, если у вас разрешение будет маленькие. Но все примеры, которые я сейчас показывал, они сделаны без вот этого апскейлера. Сама модель диаграмм может очень высокую детализацию выдавать и очень хорошая текстура. Такой апскейлер и не обязательно, если вы генерируете в большом разрешении от 2 до 4 мегапикселей. Если у вас видеокарта этого не позволяет, то вот это будет отличным выходом. Просто включайте апскейл, он очень быстро делает апскейл, буквально там 7-8 секунд. Ну, может быть, от видеокарты будет зависеть там подольше, да, но тем не менее очень быстро в любом случае. И детализация на выходе будет очень хорошая. Итак, перед тем, как перейти к практике, давайте посмотрим примеры. И я вам сейчас сразу расскажу, что эта модель может и какие есть особенности. Первое — это разрешение. Смотрите, я взял вот просто входное изображение, сделал в Gemini описание и сделал генерации в разных разрешениях. А вот здесь у нас разрешение 2 мегапикселя, здесь у нас разрешение 4 мегапикселя. Я думаю, вы разницу видите как по пропорциям, так и по детализации. Изображение в 4 мегапикселя, она точно лучше по качеству. Ну и потребление видеопамяти тут будет больше, и генерация будет, естественно, дольше в 4 мегапикселях. Иногда вполне хватает 2 мегапикселя, чтобы получить прям хороший результат. Ну, вот такой, да, результат, как вы сейчас видите посерединке. А тут есть небольшое сравнение формирования промпта в формате JSON, естественно, которым выдается по входному изображению. Я взял модель Gemma 4 E4B, и справа у нас вариант Qwen 3.6 27B. Это топовая практически модель на локалке, которая сейчас есть. Понятно, что она не у всех, наверное, потянет, но эта модель вот такие вот результаты выдает. Вы сами можете посмотреть, то есть что на что похоже. То есть вот это исходное изображение, естественно, вот это похоже на него больше. И помимо этого всего еще и детализация здесь тоже существенно выше. То есть изображение лучше намного проработано, потому что подсказка очень сильно влияет на само изображение, да, но еще и на детализацию тоже. То есть насколько точно все описано. А следующее, опять же, тоже пример. Здесь уже сравнение между Qwen VL 235B, которая бесплатно доступна в Olama, и локальной моделью Qwen 3.6 27B. Вот такая вот разница. В принципе, Qwen 3.6 27B здесь ничем не уступает вот такой гигантской модели, которая онлайн. Но вот этим, в принципе, может вообще каждый пользоваться, потому что нагрузки на видеокарту никакой нету. А здесь вот справа у нас разрешение 4 мегапикселя, а здесь у нас 2 мегапикселя. Разница только в этом. Если мы посмотрим на текст, то здесь, по крайней мере, вот сколько я генерации делал, вот этот вот текст, он более точный, скажем, получается. Здесь очень часто в 2 мегапикселях были ошибки. Здесь ошибок гораздо меньше, и получалось изображение более стабильно. Проблема обычно возникает именно с мелким текстом. С крупным вот таким текстом проблем в 2 мегапикселях вообще никогда не бывает. А вот с таким вот, особенно если что-то, какое-то слово есть, которое не существует, то оно может ломаться, особенно при мелком размере. Поэтому 4 мегапикселя — это более стабильный результат с мелким текстом.
Еще пример, вот входное изображение, по нему формировалась подсказка, и вот в 4 мегапикселях справа и 2 мегапикселя посерединке у нас изображение. Но детализация здесь точно отличается, я думаю, вы глазом все это прекрасно видите. И также текст более четкий, более выраженный, но ошибок нигде нет, ни в 2, ни в 4 мегапикселях. В принципе, 2 мегапикселя вот здесь это вполне достаточно. Следующее сравнение будет очень интересное. Это сравнение как раз-таки с unconditional моделью и без нее. Вот слева вы видите генерацию с unconditional модели, как и положено делать. А справа у нас вариант без unconditional модели. По потреблению видеопамяти, конечно же, здесь есть разница. Вот эта генерация без unconditional модели, здесь перепутаны местами потребление видеопамяти. Вот это вот у нас 14,1 гигабайта потребляет, а вот это у нас потребляет 17,7 гигабайта. Ну, потребление видеопамяти существенно отличается, но и детализация здесь тоже существенно отличается, глубина отличается, то есть изображение с unconditional моделью гораздо интереснее, гораздо фотореалистичней и меньше ошибок есть. Но ошибки редко, наверное, встречаются, здесь все-таки больше именно глубина отличается. Понятно, здесь какая-то там есть вот палка в руках непонятная, но мне кажется, это все такое как бы просто неудача такая. Основное отличие это все-таки вот эта глубина, то есть здесь посмотрите просто даже на этот чемодан, то есть насколько это все глубоко, насколько правильно даже вот этот мелкий объект, там дракончик прорисован, вот это вот лицо, которое вообще на втором плане где-то стоит, оно очень фотореалистичное, то есть здесь, конечно же, ну, потемнее оно выглядит. Ну, в целом, смотрите, если у вас мало видеопамяти, вы хотите работать с этой моделью, в моей схеме есть возможность выключить unconditional. То есть без второй модели генерации у вас генерация будет, естественно, с меньшим потреблением видеопамяти. Вот такой вот у нас еще пример. Это генерация, опять же, составления подсказки на разных LM-моделях. Это у нас новая Gemma 412B. Вот такая вот генерация. Видите, здесь детализация, ну, слабенькая такая. Дальше у нас Qwen 3627B. Вот здесь посерединке отлично модель работает, отлично подходит для формирования такой подсказки. И справа у нас это Gemini Pro. Здесь тоже все великолепно. То есть и вот эта модель для формирования JSON подсказки справляется отлично. Оно, в принципе, и Gemma я там тоже потом потестировал, вроде бы не так уж плохо она как бы справляется, тоже там нормальные результаты получается. Модель все-таки существенно легче. Здесь я делал еще некоторый следующий тест. Смотрите, когда мы делаем подсказку в JSON файле, мы, если не подаем, какого размера у нас будет итоговое изображение, то, по идее, модель LLM, когда формирует эту подсказку, она не знает, какого размера, в какие как бы пиксели нам нужно это все вписать, позиции объектов, да, и она это делает, грубо говоря, наугад, получается, под определенный какой-то формат подгоняет это все. А здесь я подаю вот посередине, подаю на вход размеры будущего изображения, то есть чтобы LM-модель представляла, какого размера у нас будет входное изображение. Здесь я подал размер генерируемого изображения, и у нас получилось вот так. А здесь я этого не делал, не подавал. Вот такие вот, да, результаты у нас получаются. Здесь может быть немножко получше. Не всегда именно лучше получается, если мы подаем размер входного изображения. Почему-то не всегда, честно говоря. Иногда получается и наоборот. И еще один пример. Здесь я не подавал размеры входного изображения. Здесь я подавал размеры входного изображения. Это оригинальное изображение, с которого бралась подсказка, анализировалась. А здесь еще один пример. Здесь я подавал размеры генерируемого изображения, а здесь я не подавал. Но можете посмотреть, то есть что лучше. В моей схеме есть и такой вариант. Можете ими воспользоваться. Здесь еще один пример без unconditional модели, здесь с unconditional моделью. Опять же, можете убедиться, что разрешение, глубина гораздо интереснее с unconditional моделью. Следующая генерация это у нас в 2 мегапикселя и в 4 мегапикселя с мелким текстом. А здесь, если мы присмотримся, ошибок гораздо будет больше в 2 мегапикселях с мелким текстом, чем в 4 мегапикселях. Но ошибок меньше, да, но и генерация дольше, потребление видеопамяти больше. Ну и на этом с сравнениями давайте остановимся, давайте перейдем к практике и попробуем что-нибудь сгенерировать. Давайте начнем с варианта, где мы будем выбирать локальную какую-то модель для генерации. Начнем давайте, наверное, с LM Studio. Смотрите, здесь мы можем выключить, например, Ollama, оставить только LM Studio. В LM Studio мы выбираем, например, Gemma 4 12B IT. Эта модель прям буквально недавно вышла.
Она очень компактная, и среди компактных таких вот моделей 12B она на данный момент лучшие позиции занимает. Как эту модель скачать? Вы можете посмотреть, во-первых, на YouTube, на Рутубе ролик про LM Studio. Я его недавно снимал. Там есть информация, как это все установить, как этим пользоваться. Здесь просто нажимаем на поиск, и в самом верху у вас будет гемма. Если нет, то просто вводите гемма 4, находите вот такую вот модель 12B Quad. Здесь выбираете выбрать тип модели и выбираете скачать квантизацию Q4KM, либо Q4 0, какая там у вас будет. Нажимаем Download здесь, скачиваем и потом уже переходим обратно в Confi.ui. Нажимаем на английской раскладке клавиатуры кнопку R, обновляем все модели доступные. И вот здесь вы можете выбрать уже вот такую вот модель Gemma Q4. Мои узлы обязательно обновите. Мои узлы вот здесь находятся на вот этом репозитории. Видите, я обновлял их буквально там несколько часов назад. После того, как вы мои узлы обновите, у вас добавится несколько опций. Это, во-первых, пресет для диаграмм, у вас добавится хороший проработанный пресет, которым удобно пользоваться. Также у вас добавится вот такая вот опция Clean RAM Before. Это очень важно. Почему? Потому что если вы будете что-то уже генерировать, у вас какие-то модели могут остаться в памяти. И перед тем, как LLM-модель вот это будет загружаться, нужно будет вычистить видеопамять от тех загруженных моделей. Иначе у вас будет не хватать видеопамяти, все будет работать очень долго. Вот с такой вот опцией Clean RAM Before у вас будет работать LLM-ки гораздо быстрее. После того, как эта LLM-ка у вас отработает, у вас автоанлоуд происходит, то есть эта LLM-ка еще и выгружается. Итак, давайте для примера возьмем вот такое вот изображение, мы его закинем вот сюда вот в Confi в качестве референса. А сразу вам скажу, что вот эти референсы, они вообще не обязательны. То есть вы можете взять, отключить отсюда этот референс, просто вот здесь подсказку какую-то от себя написать. Там женщина стоит посередине, там в красной безрукавке, там джинсовой, и сверху у нее написано error love not found. Там, да, то есть вы это можете текстом описать самостоятельно, и LLM-ка это все у вас переработает, создаст вот такой вот файл JSON. Я же сейчас буду использовать такое входное изображение чисто для удобства, для ускорения примеров. Так, мы сейчас давайте запустим генерацию. У нас подгружается модель. И сейчас у нас будет формироваться подсказка. Потребление видеопамяти я могу, конечно, вам продемонстрировать, но сейчас это потребление зависит от LM Studio и от LM модели. 11,4 гигабайта эта модель потребляла. Это у нас была Gemma 4 12B в квантизации Q4. Небольшое потребление видеопамяти. Давайте остановим сейчас генерацию. В принципе, мы могли бы запустить сейчас генерацию вот так, нажав сюда и нажав Q Selected Output. Мы получаем вот такой JSON файл. Здесь нажимаем Ctrl-A, Ctrl-C. Смотрите, если мы просто нажали бы Run, да, то в этом случае у нас бы сразу генерация пошла. Она здесь вот у нас пошла, я просто остановил. Но мы можем пойти теперь другим путем. Мы получили вот это вот описание. Теперь можем переключиться на вот эту вот часть промпта и здесь нажать Paste. То есть мы скопировали вот этот вот JSON-файл в буфер-обмен. И здесь мы нажимаем просто Paste, вставить. Смотрите, что мы получили. Мы получили описание вот этого изображения с позициями всех объектов в сцене. У нас есть общее описание, есть описание бэкграунда, мы можем дополнить какие-то эстетические данные, либо описание света, либо описание стиля изображения в общем. А здесь у нас есть объекты, каждый объект имеет определенные цвета, вот здесь они выбираются, можем по плюсику щелкнуть какой-то дополнительный цвет добавить, там, например, розовый вот такой вот, а можем правой клавишей по этому цвету нажать и удалить этот цвет. То есть мы можем несколько цветов к этому объекту применять, и в подсказке вот здесь внутри мы можем какие-то описания делать, в котором мы будем уже конкретизировать, какой цвет к какому подобъекту этого объекта относится. Итак, здесь у нас получается вот этот вот дым описан, сердечко там, которое вылетает из этого дыма. Здесь у нас есть описание девушки, то есть мы вот щелкаем, и здесь ниже мы можем этот промпт менять. Молодая женщина с длинными черными волосами и так далее, то есть можем это все поменять здесь. А здесь у нас вот глич какой-то был найден, да, и вот разные цвета там под него этого глича сформированы, бирюзовый и розовый. Здесь у нас есть текст, мы можем нажать. Вот смотрите, есть у нас объекты типа Object, это именно объекты, то есть, ну, какие-то там персонажи в сцене, какие-то там предметы, может быть, в сцене. А есть у нас тип
текст. Вот если мы сюда нажмем, то это у нас тип текст. Здесь у нас есть описание, шрифт этого текста, то есть полностью мы можем расписать этот текст. Например, там первая буква красная, там вторая бирюзовая, третья будет там буква, например, белая, да, вот у нас цвета здесь ведь выбраны какие-то, можно на них ссылаться. А можем сам текст этот поменять, можем, например, на русском его написать. Ну, например, вот так вот: ошибка, любовь не найдена, да. А здесь мы, например, можем взять, изменить этот текст и описать какой-нибудь пропеллер. И у нас есть подсказка, которая вот сюда вот теперь передается, да. Она у нас передается из вот этой вот группы, но мы можем передать ее вот из этой группы. То есть вы можете работать таким образом. Здесь у вас LLM-ка формирует, сюда вы вставляете, и здесь меняете, изменяете и уже конкретизируете все под себя. А вот такой вот вариант работы будет более правильный. Изначально я подключил его так, чтобы у вас изначально просто схема заработала, но вы понимаете, что для более гибкой работы лучше работать вот от этой группы. Давайте нажмем Generate, посмотрим, что у нас получится. Ну, вот такая у нас генерация получилась. Текст у нас действительно такой вставился. Пропеллер она, видимо, не поняла, что я там хотел сделать. А детализация не очень здесь высокая, хотя 2 мегапикселя здесь выбрано. То есть мы можем вот здесь в этом узле Ratio выбирать любые пропорции. Можем прям вручную вот с бока так тянуть любые пропорции. И потом уже разрешение вот здесь в мегапикселях проставить. И у вас как бы эти пропорции сохраняются, а разрешение меняется. Кратно 16 пикселям у вас каждая сторона будет. Можно готовые разрешения вот такие вот выбирать. И опять же выбирать, сколько будет в мегапикселях. Также здесь у нас есть выбор моделей. Мы можем выбрать модель и диаграмм FP8, например, вот такую вот модельку. У меня скачано две модели, FP8 и NVFP4 Mixed. Это вот в качестве основной вот такой модели. FP8 дает более стабильные результаты, меньше ошибок, особенно с мелкими объектами, с мелким текстом. NVFP4 вполне пригоден для генерации, скажем, персонажей, там еще чего-то, ну, где нет вот прям мелкого текста, главное. То есть большой текст там тоже будет без проблем. Потребление видеопамяти на этой модели на FP4 будет меньше, существенно, и скорость генерации будет быстрее. Но меньше на сколько процентов, наверное, на 20 вот так, то есть там не в разы. Для тех, у кого критично с потреблением видеопамяти, эту модель обязательно стоит попробовать, но генерацию на ней нужно делать в любом случае где-то 1,5-2 мегапикселя минимум. То есть в 1 мегапикселе она будет, ну, это очень маленькое разрешение, и там будет очень много ошибок. Могут там лишние пальцы, лишние руки появляться, потому что разрешения просто будет не хватать. Поэтому на FP4 все-таки ближе к 2 мегапикселям стоит использовать. Но FP8, если она у вас помещается, лучше используйте ее. Она гораздо точнее работает. Разница там есть. Вторая генеративная модель, которая здесь тоже используется, это тоже и диаграмм Unconditional, которая называется. Тоже есть FP8 и NVFP4. Вот эту вот модель можно использовать. NVFP4 будет меньше потребление видеопамяти, а по качеству я разницы не заметил. То есть примерно то же самое получается. Вот эта вторая модель, она влияет на негативную подсказку, то есть, ну, как бы на негативный какой-то промпт. А в целом мы его здесь не задаем, но, короче, разница есть. То есть, как я вам показывал, без Unconditional получается более плоские изображения. Эта модель, она дает большую глубину, большую проработку вашего изображения. А здесь у нас есть вариант выключить эту модель. То есть, with Unconditional True у вас будет по умолчанию стоять. Это означает, что эта модель у вас будет подключена. Если выбираем False, то она у вас отключается. Потребление видеопамяти, естественно, будет выше. Но если включаете, выбираете NVFP4, потребление видеопамяти будет чуть меньше. Следующая модель — это клиповая модель. У меня здесь скачано несколько моделей таких вот. Сейчас модель, которую вы видите, это нецензурированная модель Q4 квантизация. Эта модель меньше по размеру, буквально там на 2 гигабайта, чем модель FP4. Если FP8 брать, то там она вообще в 2 раза будет больше. А по качеству я разницы какой-то не заметил. То есть вполне этой модели хватает для работы. Потребление видеопамяти с ней будет поменьше, естественно, и работа с ней будет поприятней. Давайте я вам покажу, как эту модель можно переключить с GGUF на, ну, например, FP4 либо FP8 модель. Вот сюда вот нажимаем, заходим в редактор сабграфа. Здесь у нас вот выбраны как раз-таки по умолчанию GGUF, и диаграмма обязательно здесь стоит. Conf.ui у вас должен быть обновлен, чтобы и диаграмма у вас здесь вот тип модели появился. Если этого нету, да, вот в списке, значит, что вы не обновили Conf.ui до последней версии, и у вас и диаграмм просто не поддерживается. Если вы хотите, например, FP4 модель использовать, эту тогда байпасим, а вот эту сюда вот таким вот образом подключаем. И байпас здесь снимаем. Также не забываем вот отсюда протянуть вот сюда вот соединение. Также вам понадобится модель VAE Flux 2. Если она у вас уже скачана, то заново ее скачивать не нужно. Это та же самая модель.
Также, куда эти модели нужно положить, здесь есть подсказка выше, вот здесь все это расписано. А VAI кладем в папку Models VAI, а Diffusion Models обе модели Unconditional и Не-Unconditional кладем в папку Diffusion Models, и текстовые энкодеры помещаем в папку Textual Encoders. Я люблю папку Clip, помещаю в папку Clip. По моделям здесь у нас все. Также у нас здесь есть ниже режим. По умолчанию у нас режим Turbo здесь включен. Но есть еще режимы Quality и Default. Давайте посмотрим, что это за режимы, на что они влияют. Зайдем опять же в Subgraph. Вот он, мод у нас выходит вот сюда. Вот если там что-то сбивается, у вас там не может что-то быть выбрано, да, просто отсоедините от соединения и отсюда просто заново его подсоедините. Бывают такие проблемы с сабграфами. Сабграф сам по себе какой-то не очень стабильный, но не так часто они встречаются. Просто знайте об этом, что нужно отсоединить, заново подсоединить. Тогда вот эти вот опции из Custom Combo будут выбираться. Смотрите, Quality режим. Это у нас вот такие вот настройки здесь. Это 48 шагов на генерацию STD вот 1.5. Preset ID у нас еще вот такой вот выбирается. А Default вот такие вот настройки 20 шагов. И у нас есть турбо режим. Здесь всего лишь 12 шагов. Это самый быстрый режим генерации. А Quality самый качественный, сразу скажу, но по времени это будет существенно дольше. Раз в 4 практически дольше, чем на турбо режиме. Я если выбираю турбо режим, все генерации, которые вы сейчас видели, были сделаны на турбо режиме. Но если хотите максимальное качество и максимальную точность, особенно с мелким текстом, это Quality режим. Хотя вот этот большой текст, который он там делал, там были ошибки, да, тоже, они были сделаны тоже на турбо. Если бы это был Quality, скорее всего, ошибок было бы еще поменьше там. Итак, на выходе мы отсюда получаем вот такое вот изображение, и мы можем его сохранить, либо не сохранять. А по умолчанию у вас будет режим сохранения включен, Activate. Соответственно, папка у вас сохранения будет, по умолчанию output. Вот здесь я просто свою папку указал. Вы можете сразу там на рабочий стол сохранять, либо в какую-то папку, чтобы потом не перекидывать это все. И третья группа — это Upscaler. В прошлом видео на YouTube, на Рутубе можете посмотреть, как он работает. Там я прям очень подробно все рассказывал. Буквально 3 модели нужно. Это вот PIT, вот такая вот Flux 1 модель. Это клиповая модель Gemma 2 2B и Flux Y от Flux 1. Так, нажимаем Run, у меня сейчас изображение перегенерировалось, потому что я здесь пропорции менял, а в итоге у нас после апскейла получилось вот такое вот изображение, вот так до апскейла, вот так после апскейла. А детали действительно становятся больше, они прям вот мелкие, четенькие, и текстурки наращиваются, гораздо интереснее все это становится. Волосы соломы здесь не превращаются, особенно актуально, если будете при малых разрешениях делать генерацию, это здорово поднимет детали изображения, и причем очень быстро. Это апскейлер работает буквально там за 10 секунд. Итак, давайте посмотрим теперь еще вариант работы с OLAM, с онлайн-моделью. Здесь мы переключаемся на вот эту вот группу, то есть включаем вот эту вот опцию. Также тут мы выбираем OLAM, а LM Studio мы здесь отключаем. Не забывайте переключить вот отсюда вот соединение, вот сюда вот, если вы пользовались вот такой вот группой. То есть если не через нее будете работать, а сразу хотите получить результат работы вот этого вот JSON файла без каких-то дополнительных изменений. Также обратите внимание, здесь я написал вот такой вот специальный узел для того, чтобы можно было передавать размеры изображения, которые мы будем генерировать, эти размеры в промпт LLM модели. Смотрите, здесь можно вот так вот просто соединить, и таким образом мы передаем вот такую информацию. Width — это ширина, и height — это высота. A и B они вставляются из вот этих вот параметров, которые мы передаем вот из этого узла. Соответственно, вот этим узлом можно пользоваться для различных задач. Здесь можете навести, если есть примеры его использования. Можно replace сделать, там замена объектов, но это сейчас мы дальше там посмотрим. Вот эти переменные можем вот так вставлять, чтобы их там вручную не вводить, время на это не тратить. Можем любой там текст писать, все это как бы потом компонуется в единый общий текст. То есть у нас на выходе здесь получается ширина равно реальной ширине, которая вот здесь в параметрах прописана. Эти данные вы можете на вход подавать как текстовые, как целочисленные, так и с плавающей точкой. Здесь узел он сам приводит это все в стринг, в текст, для того, чтобы потом это передавать каким-то там моделям, LLM-кам. Давайте пока нажмем Run, пускай у нас идет генерация. И вот здесь тоже посмотрим на некоторые нюансы. Смотрите, так, это не нужно, а вот этот узел тоже мы его повторно здесь вот используем. Здесь мы его использовали для формирования вот такой вот записи с нашими реальными разрешениями генерируемого изображения. А здесь мы используем этот узел для того, чтобы из него исключить
лишние элементы. Вот смотрите, очень любят локальные, по крайней мере, LLM-модели вначале писать вот такой вот, то есть 3 штриха и JSON, а в конце писать вот такие 3 штриха. В промпте я указывал модели, что это не нужно писать, она иногда это не пишет, но бывают моменты, когда это пишет. Если вот такие вот записи у вас в начале и в конце написаны, то когда вы будете Ctrl-A, Ctrl-C и пасту здесь нажимать, у вас этот промпт запрос не ставится. То есть JSON-файл будет содержать какие-то лишние данные, которые запарсите его вот этим узлом уже не получится. Поэтому здесь я жестко как бы взял и просто удалил из текста, который мы сюда получаем из этого JSON-файла, вот такие вот записи. Если у вас будут встречаться какие-то еще там, может быть, записи, ну, а другой, может быть, LLM-модели, которые будут мешать как бы парсить этот JSON-файл, например, вот таким узлом, то вы можете сюда их прямо вот прописать. То есть ставите пробел там, дальше пишите, скобка открывается, пишите, что вам там нужно заменить, дальше тире ставить и вот такую стрелочку вправо и на что поменять, например, там на 1, 2, 3, да, и скобка закрывается. То есть вот таким вот образом можно это все делать. А повторно вот эту вот переменную сюда вводить не нужно, иначе у вас будет просто двойной JSON-файл. То есть вот таким вот образом можно заменить много раз в одном JSON-файле, который мы подаем на вход, много различных переменных. Опять же, еще раз повторюсь, вот эти входные параметры, они всеядные. То есть и целочисленные, и плавающей точкой поддерживают цифры, и также текст тоже поддерживает. То есть можете подавать что угодно туда. Да, и также посмотрите вот здесь на подсказку, просто наведите, и вот есть примеры использования, чтобы не забыть. Итак, генерация у нас готова. Смотрите, мы сейчас здесь ничего не меняли, да, мы сюда это все не загружали, просто вот то, что у нас получилось здесь, а в этом JSON-файле мы на выходе вот и получили. Вот такой вот у нас результат. Вот таким образом эта модель QuenVL онлайн описала наше изображение, и мы на выходе получили вот то, что сейчас видим на экране. Давайте теперь посмотрим пример формирования вот такого JSON-файла за счет специального бота Gemini. Итак, переходим в Gemini. Если у вас нет Pro-версии, то можете бесплатно 3.1 Flashlight пользоваться. Если вам интересно, как получить платную версию там на большой срок, буквально там 18 месяцев за там 700 рублей, то можете написать мне в комментариях, я сделаю такой пост. На стримах я это уже давно рассказывал. Я думаю, люди, которые стримы мои смотрят, уже этим давно всем пользуются. Там Nano Banana Pro будет доступно 5 терабайт дискового пространства на 1,5 года. И там еще какие-то плюшки там с генерацией видео, опять же, Omni вот это вот. Ну, там много всего, то есть все, что на Pro тарифе доступно, там будет все доступно. Я с вами поделюсь вот таким вот ботом, который специально написал, ссылочку я на него приложу, то вы на него щелкните. Выберите здесь доступную вам модель и можете закинуть сюда изображение. Можете здесь написать любой промпт, то есть что вы хотите в итоге получить, да, можно и текстом, можно входными изображениями это описывать, можете комбинировать и закинуть изображение, может даже несколько изображений закинуть и промптом описать, что вы хотите с этими изображениями сделать. А в итоге у вас вот этот вот бот, там специальный системный промпт прописан, он сформирует JSON-файл. Отправляем, давайте посмотрим. Вот у нас готовится JSON-файл, вот такой вот. Мы берем его, копируем, возвращаемся обратно в наш workflow. Здесь мы переходим вот сюда, вот в эту вот группу. И здесь мы нажимаем просто Paste. Не забываем вот здесь соединить теперь вот этот промпт вот сюда. Вот, возможно, я сделаю какой-нибудь свитчер вот здесь. Итак, смотрите, мы можем поменять здесь что-то, то есть выбрать какие-то элементы, но вот снизу у нас там есть текст какой-то. Вот здесь вот давайте текст поменяем, Евротур из 90-х. Можете здесь все менять, что вы хотите, то есть по позициям, цвета и так далее, как я вам рассказывал. А не забывайте только отсюда промпт передать вот сюда, вот, чтобы этот промпт уже пошел, а не вот отсюда пустой какой-то промпт. Нажимаем Generate. Вот у нас начинается генерация готова, вот такой вот результат мы получили. Естественно, Gemini лучше описывает изображение, но это очевидно здесь. Лучше, чем вот такая бесплатная модель Qwen 3 VL 235B, хотя эта модель реально мощная. Возможно, какой-то специфический промпт для нее нужен, чтобы она получше описывала. Но вот это изображение описано явно здесь лучше. Опять же, вы сами видите, насколько это все гибко здесь можно управлять. Давайте еще посмотрим третий вариант создания промпта, вот такого JSON-файла, просто вручную. Мы, опять же, переключились вот сюда, вот мы сейчас здесь и находимся, вот в ручном таком режиме. Правой клавишей нажимаем, просто удаляем все отсюда, все, что у нас здесь есть. Вот, и вот эти подсказки мы, естественно, тоже меняем. Верхняя подсказка у нас отвечает за
общее описание изображения, то есть самое верхнее описание, первое. А вторая подсказка — это бэкграунд. Итак, давайте напишем подсказку основную вот такую. Cinematic Style. Женщина лежит на паркетном полу посреди пластинок, обложек и дисков известных исполнителей. В качестве фона мы напишем вот так: комната, паркетный пол. Возможно, нужно пошире немножко подсказку писать, но давайте сделаем пока так. Теперь здесь вот нарисуем прямо левой клавишей мыши вот такой вот прямоугольник. Здесь мы просто по нему дважды щелкаем и пишем «женщина». Здесь мы напишем вот такую вот подсказку. Женщина лежит на полу, она одета в черную футболку с надписью «Металлика». Немножко поуже можно здесь сделать. И давайте сразу сделаем вот такой вот второй прямоугольник. Вот так вот примерно. Здесь мы уже выберем не объект, а текст. В качестве текста мы здесь пишем «Металлика», и нам нужно описать стиль этого текста. Смотрите, здесь, если вы, например, что-то выбрали, да, а снизу у вас этот прямоугольник никак не выбирается, зажимаем Alt на клавиатуре и нажимаем по вот этому прямоугольнику, он уже выберется. Давайте здесь напишем вот такой вот стиль. Это written in It's Iconic Sharp, Heavy Metal, короче, типография, чтобы это было вот как в стиле Heavy Metal было написано. Также давайте, наверное, дополним здесь вот light, у нас свет, освещение есть. Мы напишем здесь вот такой вот мягкий, теплый и от Modi Direction Light. Также мы еще раз нажмем, давайте с альтом вот по металлика, выберем здесь, наверное, красный цвет какой-то вот такой вот. Ну и давайте вот здесь еще добавим некоторые объекты, чтобы они вокруг у нас точно были. Напишем вот такой вот: разрозненная коллекция винтажных виниловых пластинок и изношенных обложек. Давайте сделаем еще вот так вот. Добавим вот сюда вот. Добавим вот сюда. И добавим вот сюда вот с этим же текстом. Желательно там, конечно же, что-нибудь разное, наверное, написать, чтобы не одно и то же было. Давайте вот так сделаем. Также можно, наверное, здесь выбрать режим фото, то есть фотореалистик, но опять же здесь мы, наверное, DSLR, давайте еще напишем DSLR, вот так пускай будет. И, наверное, все, давайте нажмем Run, посмотрим, что у нас все-таки теперь получится. Смотрите, получилось вообще очень жестко. Девушка без ног у нас осталась. Почему так, да? Вроде все круто, да, но почему без ног-то? Смотрите, потому что мы вот пропорции такие похожие выбрали, что они не позволяют ей там ноги как поместить. То есть она пытается модель поместить в этот прямоугольник, а ноги туда явно не влезают. Давайте вот так немножко поправим, нажмем Run. Посмотрите, кстати, на то, какая у нас в итоге подсказка формируется. То есть мы сейчас формировали JSON-файл просто вручную. Мы не пользовались никакими LM-моделями, просто вручную это делали. Часть текста написана на русском. В итоге вот у нас получается вот так. То есть это все очень гибко можно делать уже самостоятельно. Вот ноги у нас появились, потому что пропорции теперь позволяют эти ноги поместить туда. Но вот с пластинками у нас не очень хорошо вышло, потому что я описал везде одно и то же. Конечно же, поленился. Нужно разные там какие-то вещи было описать. Там пластинка, здесь там что-то другое, ну что-то модифицировать. Тогда бы это было повеселее. Ну, в итоге у нас получается вот такое вот изображение. Оно вполне фотореалистичное, оно вполне классное и атмосферное. Классная картинка, но что хотели, что прописали, то и получили. Это плюс, это не минус. То, что у нас есть полнейший контроль, да, вот одно и то же у нас написано, соответственно, вот одни и те же пластиночки там валяются. Хотим что-то другое, там приемник здесь поставить, да пожалуйста. Просто выбираем вот этот вот пункт, здесь мы пишем радиоприемник, ну и давайте, наверное, немножко его побольше сделаем, чтобы он такой более нормальный какой-то получился. А здесь, например, мы можем добавить какой-нибудь растение, там цветок, ну, например, цветок в горшке, давайте вот так вот здесь сделаем, и нажмем еще раз Run, давайте посмотрим, как у нас изменится наше изображение после вот таких манипуляций. Итак, вот такие у нас изменения получились. Здесь у нас цветок в горшке, но все равно пластинки остались. И радио у нас тоже есть, но цветочек там тоже все равно появился, и пластинки остались. Я так понимаю, что нужно было, наверное, немножко это все как-то увеличить и, возможно, подетальнее немножко описать вот этот приемник и вот этот вот цветок. Тогда бы меньше вероятности было получить еще снизу пластинки. Друзья, ну, в принципе, мне кажется, я все рассказал, как этой схемой пользоваться. Да, у нас самое главное, что я хотел донести, это возможность ее использования с локальными LLM-моделями.
для которых я специально здесь сделал следующее. Я добавил выгрузку генеративных моделей перед загрузкой локальной модели, чтобы освободить видеопамять. И потом выгружается еще эта LLM-модель. Соответственно, никак это все не конфликтует между собой с генеративными моделями. Второй момент, который я хотел сказать, это позиционирование наших элементов в сцене, да, за счет добавления информации о том, какого размера у нас будет изображение, чтобы JSON, вот эти вот боксы вставлялись правильно. Но сразу скажу, не всегда это работает. Я даже вот оставлю вам схему с выключенной вот этой вот штукой. Мне кажется, в большинстве случаев работает и без нее все хорошо, но вы сможете всегда это попробовать, убедиться, такая возможность у вас подключения вот этого всего будет. Также бот, который в Gemini вам сделает вот такую вот детальную хорошую подсказку, который всегда работает отлично. И более того, который вы сможете опять же модифицировать вот здесь, чтобы там Gemini не просить каждый раз там, ну вот поменяй мне там у нее там кепочку на розовую, да. Просто выбирайте розовую кепку, здесь выбираете нужный цвет, щелкаете, а там розовый, да, опять же, смотрите, плюсы вот такого выбора. А есть пипетка, вы можете на изображение, вообще вот везде вот в браузере, да, вот на изображение выбрать там какой-то цвет, который вам нужен, который вам подходит из уже того изображения, которое у вас там где-то предварительно сгенерировалось. Вот, выбираете, и все, готово, у вас вот такой вот цвет уже есть. То есть это все очень удобно, можно, опять же, несколько цветов делать, как модели сказать, что несколько цветов, прямо здесь описываете уже, что у вас каким цветом будет оформлено, да, а здесь уже прилагаете эти цвета. Насколько точные эти цвета будет зависеть от освещения, от стиля вашего изображения. Если это у вас фотореализм, где будет у вас, например, какое-то освещение, да, естественно, оно будет накладывать определенные изменения на этот цвет. Если у вас просто векторный арт, просто что-то рисованное без вот фотореализма, то, скорее всего, цвета будут передаваться очень точно. Ну и также еще важно, наверное, что нужно как бы еще раз подчеркнуть, это режимы работы, есть quality, максимальное качество, но в 3 раза дольше. Есть turbo, это качество немножко похуже, но существенно быстрее. А unconditional, если вы генерируете какие-то рисованные изображения, какие-то векторные арты, где не нужна какая-то глубина, глубокий фотореализм, вполне можно выключить unconditional, по качеству будет примерно то же самое. Если вы все-таки хотите фотореализм и прям максимальное качество, максимально фотореалистичность, глубину изображения, то в этом случае unconditional, конечно же, нужно включить. Качество будет существенно отличаться. Если вы не обладаете мощной видеокартой, у вас нету мощного железа, много видеопамяти, вы можете всегда понизить до 1,5 мегапикселя, может даже до 1 мегапикселя разрешения, и потом включить вот такой вот апскейлер. Можете его, в принципе, всегда включать, и детализация в любом случае вот после этого апскейлера будет чуть выше, чуть интереснее. Но если у вас будут текстуры кожи, модель все-таки и диаграмма, она текстуры кожи очень классно делает. Если это close-up, прям близкое изображение лица, то, скорее всего, здесь PID апскейлер может навредить, потому что текстура и диаграмма делает кожу очень классные. Они уже не будут такими неповторимыми, интересными, если вы пройдетесь по нему вот таким вот PID апскейлером от, на Flux 1, скажем, модели. Да. В любом случае это будет похуже. Но в целом экспериментируйте, смотрите, что вам удобнее, каким вариантом создания подсказки вам удобно пользоваться, какими настройками схем вам удобно пользоваться. Отдельное спасибо хочу сказать Альфамену, он приложил хорошую схему, подсказал вовремя, скажем, про вот такой вот узел. Это очень помогло, ускорило процесс создания схемы. Ну и второе спасибо, конечно, хочу сказать Артуру Гурееву, он тоже здорово помог вот как раз-таки с вариантом unconditional. Это актуальный все-таки момент, потому что если у вас мало видеопамяти, вам это пригодится. Это очень полезная штука, отключение unconditional, экономит видеопамять и ускорит вам генерацию прилично. Да, с потерей качества, но тем не менее изображение будет все равно нормальное, просто с меньшей глубиной. Но потребление видеопамяти здорово снизится. На этом спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк, мне будет очень приятно. Подпишитесь на канал, а если вы еще на него не подписаны, заходите на мой Boosty, там много различных материалов других еще приложено. И очень есть подробные инструкции со всеми ссылками. Этим всем очень удобно пользоваться. Также заходите на мой телеграм-канал, там я выкладываю различные новости, которые, на мой взгляд, кажутся интересными. Например, про диаграмм я выложил новость буквально одним из первых, потому что эта модель мне очень интересная, сразу показалась, и я не ошибся. На этом удачной генерации, хорошего настроения, увидимся в следующих роликах. Всем пока!